подгибать брюки. Самая ходовая такая работа, которую приносят в ателье. Почему? Потому что брюки продают готовые, просто с обметанным низом, низ брюк. Вот. Ну а потом уже по длине, по высоте брюк заказчиков нужно им самим подгибать брюки. Значит, если этого не делает мужчина, то женщина может это сделать. Ну, хотя мужчина тоже может это сделать. В первую очередь, значит, надо купить тесьму брючную. Вот она у нас есть. Желательно с запасом. Я беру всегда 1,10 м. Вот. Перед пришивом обязательно замачиваю в водичке градусов 50 и оставляю остывать. Зачем? Затем, чтобы тесьма не дала усадку после стирки. Если она усаживается после стирки, тогда низ брюк получается с булочкой. Вот такой вот. Ну и, в общем-то, некрасиво. Вот. Пока вода остывает, да, после того, когда она остынет, мы отжимаем тесьму и вешаем высохнуть. Вот. Сейчас нам надо отметить длину брюк. Так, в первую очередь мы берем заказчика и либо одеваем на него брюки, либо, если он не хочет одевать брюки, мы берем шнурочек, завязываем. И от этого шнурочка по боковому шву меряем сантиметром длину брюк. И меряем до пола, когда он стоит босиком. То есть до самого пола, где вот стопа соприкасается с полом, вот так вот у нас и будет длина брюк. Вот. Либо если на человеке одеты брюки, значит мы делаем подгибку низа вот на вот этом уровне, до самого-самого низа стопы. Вот. И отмеряем эту длину, начиная вот от низа пояса. То есть пояс мы не берем, нет, у нас длина вот отсюда начинается. Вот. И по боковому шву откладываем нужную длину. Вот, нам вот надо 103. 103. Отмерили. Вот. Ложим линейку. Вот. Вообще по стандарту нужно поднимать вот этот вот верхний край. Вот видите, у нас вот эта передняя половинка, поднимать верхний край, а нижний опускать и делать вот такой вот скос. Ну, я так не делаю, во-первых, потому что это не особенно важно. В носке не катастрофически необходимо. Вот. Я просто делаю ровную линию. Вот. Здесь вот, если вот у нас осталось лишнее, то есть мы тут вот проводим тоже линию такую, и сама подгибка у нас 4,5 сантиметра, можно 5. Вот. Лишнее мы обрезаем, у нас нет. Ладно. Вот. Лишнее мы обрезали и переносим вот эту меловую линию на противоположную брючину. То есть вот таким вот образом. И сюда. Так, в результате у нас получается мелочек есть. Эти две точки соединяем. Вот здесь то же самое. Две точки соединяем. И здесь вот так. Пока что у нас тесьма не готова. Нам нужно обработать вот этот вот край. Это можно делать либо
на обметочной машинке, оверлоком, грубо говоря, либо зигзагом, либо, если нет зигзага на машинке, ну, бывает такое, то я просто покажу, как это делать. Обычной иглой, ручной. Значит, просто делаем вот такую вот обработку шва, стежок с накидом. И таким образом ниточки края, они прижимаются и не выштрепываются. Таким вот образом, часто, густо. Не имеет значения, часто или густо. Вот. Главное, чтобы петля вот эта вот удерживала, не выштрепывала нитку. Ну, вот так вот. Тут же самый оверлок, просто ручной. Вода у нас уже остыла. Мы отжимаем тесьму. Вот. И она у нас должна высохнуть. Вставляем ее. Наша тесьма уже высохла. Мы ее можем уже использовать. Она усадку не даст после стирки. Вот. Берем брючину. И начинаем строчить тесьму с шагового шва. Вот видите, он у нас вот тут вот. Шаговый шов. Кладем под машинку. Вот. Укладываем тесьму так, чтобы она прикрывала намеченную линию на 2 миллиметра. Вот. И по кругу пристрачиваем тесемку. По кругу. Можно по кругу. Можно по старинке только на заднюю половинку сделать. Но мы решили, что мы будем уже по кругу это все делать. Да, смотрим, чтобы не съехать с нужного кантика. Я поставила на широкую длину стежка, потому что узкая нам тут не нужна. Она, в общем-то, держит только брючную тесьму. Вот, пристрачиваем по кругу. Если мы хотим поставить только на заднюю половинку брючную тесьму, то шовчики мы подпарываем так, чтобы всунуть срезы тесьмы туда. Вот, придерживаемся одной линии. Ну вот, мы дошли. Обрезаем с запасом на подгибку. Вот так вот. И накладываем. Делаем закреп. Вот, и переходим на противоположный край тесьмы. И
И обстрачиваем. Этот край нам важно просто пристрочить, чтобы он не болтался. Опять же, закрытка. Так. Одновременно обрабатываем срез. Если, допустим, у нас вот в данном случае у нас машинка, она делает зигзаг. Вот, ну, зигзаг он написан, как настраивается в любой машинке. Вот кладем такой вот обметочный стежок зигзагообразный. Закончилась нитка у нас. Вот. Эти ниточки все обрезаем. Они нам не нужны. И делаем выметку. Выметываем кант из брючной тесьмы. Вот. Выправляем его, чтобы он у нас вытирался, а не ткань верха. Таким вот образом. Давайте я, наверное, с другой стороны покажу. Вот так вот нам видно его. Вот видите, 2 миллиметра, которые мы выпускали, вот они у нас должны быть выпущены на лицевую сторону. Вот это вот и есть защита от протирания ткани верха. Так. Ну и приметываем вот эту часть, чтобы нам было удобно подшивать их потом. Так, приметываем и эту часть.
Вот, ну, я ее потом доприметаю, а вам покажу подшивку саму. Вот, можно брюки подшивать. Лучше их подшивать, не приклеивать. Сейчас очень распространено приклеивание низа брюк. Но, знаете, оно потом при стирке отклеивается и приходится все равно переподшивать. Смотрите, можно вот так вот взять. Берем ткань верха, ниточку 2, подгибку хватаем как сметкой. 1-2 ниточки, подгибка как сметкой хватаем. Вот это вот называется потайные стежки. Их не видно ни с лицевой стороны, ни с изнаночной стороны. Буквально миллиметрик, он прикрывает вообще всю нитку. Вот, хватаем 1-2 ниточки и сюда. Знаете, еще можно вот так вот делать. Просто. Вот так вот можно. Подшиваем их по кругу. Вот, потом вынимаем сметочную нить и приутюживаем. Мы подшили только что брюки. Я не стала вынимать сметку. Знаете для чего? Чтобы сохранить вот кант выметанный. Сначала приутюжим. Ну, хотя, знаете, это не столь важно, если кант хорошо выметан. Но вот нам надо его приутюжить, чтобы вот в таком состоянии брюки сохранились и после стирки. Я беру марлю и через марлю утюжу. Обычным утюгом. Знаете, парового даже не надо. Марля, она предохраняет от того, чтобы вот волоски, как это говорить, поставить ласы, чтобы волоски сильно прижимались. Тогда утюженное место блестит. Вот марля этого не позволяет делать. Или кусочек ситца можно взять, тоже хорошо. Ну вот у меня марля в 2 слоя. Вот я так делаю. Приутюжили. Вот теперь у нас положение подгибки, оно зафиксировано. Все, теперь можно вынимать, пусть немножко подсохнет, вынимать всю сметку. Вот. И знаете, если не остались следы от сметки, то второй раз утюжить и не надо. Если остались, то, конечно, лучше придавить. Еще разочек так попарить, чтобы они ушли. Все, вынимаем сметочную нить, и брюки готовы. Ну вот у нас не осталось тут следов никаких. Ну, я не знаю. Может быть, освещение не очень. Приутюжим. Недолго стоим утюгом. Недолго. Вот со второй брючиной проделываем то же самое. Это все.